1897 году в Санкт-Петербурге состоялась премьера первой симфонии Сергея Васильевича Рахманинова. Молодой 24-летний композитор возлагал на нее большие надежды, но публика и критика приняли симфонию, мягко говоря, в штыки. Отзывы были уничтожающими. Так музыкальный критик Цезарь Кюи писал о симфонии следующее. «Если бы в аду была консерватория, если бы одному из ее даровитых музыкантов было задано написать программную симфонию, вроде симфонии господина Рахманинова, то он привел бы в восторг обитателей ада». 3 года после композитор ничего не писал и сильно переживал. К тому же в эти годы вышла замуж его первая любовь, Вера Скалома, которая сожгла перед свадьбой около 100 писем Рахманинова. Он погрузился в тяжелую депрессию. Все время лежал в постели, его мучили слуховые галлюцинации, рисовались картины собственных похорон. Пытаясь как-то помочь, друзья композитора организовали ему встречу со Львом Николаевичем Толстым. Но она не только не помогла, а даже усугубила депрессию Рахманинова. Московский терапевт Остроумов в одном из своих визитов предупредил родных Рахманинова, что есть основания опасаться за его рассудок, и посоветовал обратиться к психиатру. Так доктор Грауман, друг Рахманинова, под предлогом обычной прогулки привел композитора к Николаю Владимировичу Далю. Немного о докторе. Николай Владимирович – правнук Владимира Ивановича Даля, который также был врачом и даже участвовал в лечении своего большого друга, поэта Александра Сергеевича Пушкина, от смертельной раны, полученной им на последней дуэли, вплоть до его смерти. Также его знаменитый прадед был ученым-филологом и составителем небезызвестного словаря. Итак, лечение Рахманинова началось в январе 1900 года, проходило ежедневно и длилось больше 3-5 месяцев. Данные везде разнятся. Даль использовал в лечении гипнотерапию и психотерапию. Также известно, что для лечения он применял виолончельные мелодии, а также музыку Мендельсона. Доктор, собственно, не называл это лечением. Подавалось все так, будто Рахманинов посещает врача лишь для музицирования. Но эти встречи помогли композитору, и он вновь стал писать музыку. К весне 1901 года он создал одно из самых прекрасных своих произведений – второй фортепианный концерт, и посвятил его красивой дочери своего лечащего врача. Чуть позже он, правда, изменил свое решение и на титульном листе партитуры переписал посвящение, адресовав его Далю. После первого исполнения концерта он сказал Николаю Владимировичу, цитирую: «Это не мой концерт, это ваш концерт». С тех пор, в течение многих лет, по просьбе Рахманинова, Даль всегда присутствовал на его выступлениях, сидел в первых рядах. Это помогало композитору справляться с волнением и больше концентрироваться на творческом процессе. Также у Даля лечились Шаляпин, Скрябин, Станиславский, Врубель. В 1918 году Рахманинов эмигрировал в США, и там он снова погрузился в депрессию. Но за эти годы он все же написал 6 сочинений, в том числе свою знаменитую 3-ю симфонию и рапсодию на тему Паганини. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!